Мы пришли в отель, а его нет. Его у меня еще не было. Доброе утро. У нас начало похода. У меня рюкзак небольшой, зато у Димы здоровенный. Мы решили пойти в поход по Мальфийскому побережью. Я согласилась только потому, что Дима сказала, что вещи будет нести. Потому что я, конечно, люблю ходить в походы, но носить вещи не люблю. Собачке что-то очень не нравится. Да, мы тут сколько сидим, она все лает. Вот, мы сейчас будем еще полчаса по Салерно. И потом до подъема на гору. Сегодня у нас план подняться на гору, на обзорную площадку, а потом спуститься и там переночевать между двух гор. Ночевать мы будем в отелях, потому что тащить палатку еще тяжело. И, в принципе, тут как бы с палатками довольно-таки тяжело. Там мы читали, что нужно кемпинги бронировать, все такое. Поэтому мы решили ночевать в отелях, чтобы меньше вес был. И не надо будет багаж покупать на палатку, как минимум. Ну и, в принципе, помыться, там, отдохнуть лучше все-таки в отелях. Вот, такое вот у нас начало. Мы же начали идти, тут такие вот красивые виды. Сразу же. Ну да, Салерно, конечно, вообще какое-то райское место. Вон птички летают. Красота. Такие тут виды. Мосты вообще классные. Особенно, когда едешь на поезде, их хорошо видно. А мы уже ушли с основной улицы и пошли на какую-то мелкую. Вот, наверное, сейчас уже закончится город скоро. И начнется гора. Вот мы были снизу вот этого моста. А вот каких-то 10 минут, и мы уже на его уровне. На камере, наверное, не видно, но горка тут прям хорошая. Вообще именно по городу идти тяжеловато, потому что машин много ездит. Вот, не трасса, конечно, но все равно нелегко. А вон и башня с той стороны. Замок. Ага. Куда мы думали по приколу подняться. Башня тут относится к Салерно. Думали туда подняться, но решили поберечь силы на сегодняшний наш трудный подъем. Пришли мы на начало нашего маршрута. Там уже у нас какие-то животные ждут. Вот там вот начало маршрута. Да. Тут вот какая-то есть дорога для машин. Мы пришли оттуда, тут как бы тоже на машине можно приехать. Тут были знаки, что тупик. То есть как бы да, сюда уже особо не поедешь. Там дорога узкая. И дальше там она будет явно еще уже. А вот здесь вот как будто бы дорога когда-то была. Но ее перекрыли сейчас. Ну, кстати, не то чтобы чисто, конечно, но вот такое начало маршрута. Я читала, что, как бы, в принципе, на этот маршрут можно приезжать на машине, вот, а потом подниматься, ну, вот именно те, кто гостят в Салерно, они приезжают сюда на машине, здесь оставляют машину, поднимаются наверх, спускаются вниз. Это примерно, наверное, часа 3 занимает, смотря каким темпом, как бы 3-4. Поднимаются, спускаются, потом уже едут домой отдыхать. То есть такой вот однодневный маршрут, но мы как бы поднимемся, но спустимся потом с другой стороны горы, то есть мы сюда уже не вернемся. У нас маршрут потом в ту одну сторону, вот в сторону Соренто. Не-не-не. Шли мимо нас 3 штуки и 1 теленок. А еще 1 теленок испугался, не знаю, либо нас, либо тут еще собачка лаяла, вот, и убежал обратно. То есть они вот оттуда пришли, и вон там вот прошли и пошли вон туда вниз.
а один побежал наверх. Сейчас, не знаю, мы его встретим, я думаю. Ну, жалко, конечно, что вот они так разминулись. Он бедный, уже почти прошел, а потом что-то собачка. Мне кажется, он собачку испугался. Но вообще тут много, кстати, людей ходит. Итальянцев гуляют с собачками. Видимо, хорошее место для прогулки. Какой-то довольно резкий подъем уже начался. Ну, что делать? Идем в горы. Еще тут вокруг все шевелится. Справа и слева. По городу шли вообще, все тихо было. А вот тут уже, как только начался лес, сразу же появилась какая-то живность по бокам. Кстати, машины здесь такие ездят. И людей довольно-таки много. Гуляет. Я лишь сказать, что, кстати, теленка мы не встретили. Видимо, он нашел какой-то путь к своим. Можно не беспокоиться. А вообще мы идем вон на ту гору. Вон там крест. Вот. И Там же монастырь. вон туда, там монастырь, да. И вот туда вот мы поднимаемся. Вот. Но она примерно такая же по высоте, ну, чуть ниже, чем, наверное, чем вот эти вот горы. Вот. Но мы уже довольно-таки высоко поднялись, поэтому сейчас вот туда пройдем, и вон там еще поднимемся. Примерно 40 градусов. 18. 18 как будто не так много. Давай потом там еще померяем, там прям гора-гора. Положили в другое место, тут уже вон 40, 45, 50. А это уже больше похоже на правду. Тут вообще 60, что-то не то. Какой-нибудь ровный участок. Короче, мерить айфоном не самый лучший способ. Тут 47, не знаю. Ну, я бы сказала, градусов 30 не меньше точно. Да. Скорее, как под 45, такой прям угол. То смотрите, какой вид, когда поднимаешься. Вообще. О, ящерица бежит. Да, скорее всего, это ящерицы больше шумят. Но иногда так шумит, как будто что-то побольше. Вон там вот наша точка назначения. Тут еще пройти немножечко осталось, там будет разветвление. Вот, либо поднятие на гору, либо уже можно идти там в другой город. Мы поднимемся, то есть мы считаем, у нас 280 высота, мы еще до 320 поднимемся, и потом еще до 400, сколько там у нас вершина горы, 460? 460 это, да. Вот, 460 еще поднимемся, потом спустимся снова до 330 и пойдем уже в город, там вот между гор. В принципе, дорога, не знаю, обычная, как бы иногда асфальт, иногда вот такие вот камни. Идти, тут как бы многолюдно, не страшно пока, то что тут довольно-таки туристическая часть нашего пути. Вообще поражаюсь таким людям, которые по таким дорогам на велосипеде ездят. Сейчас здесь еще хорошо, но там, когда эта гора 45 градусов была, то на велике я бы в жизни не поднялась. Только если пешком. Есть люди, Либо очень сильно убить колени. Есть люди, которые бегают по таким местам. Ну, бегать тоже как будто бы легче, чем на велосипеде кататься. Вниз катиться, да, но вот вверх как-то тяжело. Мы пришли уже на разветвление, тут уже несколько дорог. Там вот дорога вниз есть. Вон там вот он идет. И тут уже какие-то метки. До этого меток мы не видели. Метки маршрутов это обычно вот на всяких местах, таких трекинговых, там, где прям маршруты есть, начинаются метки, но мы не знаем, что здесь есть маршрут. Вот там вот есть какой-то наверх немного. Велосипедист едет. Что ты говоришь? Тут меток много, я уже видел, просто непонятно, что есть маршрут. Они все такие были? Hello. А метки все такие были, как там? Да, белые с красным. Знаешь, я слепая, просто не заметила. Я смотрела на природу. Метки только сейчас заметила. То есть, получается, метки идут вот именно с нижней точки, да, до сюда? Угу. Ну все, тогда понятно. Получается, сейчас вот можно уже пойти вниз туда, к тому городу, но мы вот еще поднимемся на эту гору, а потом сюда снова вернемся. Вот, еще тут где-то написано, что вода есть. Сейчас пойдем искать воду. Сейчас пойдем искать воду, потому что мы... Мы что-то, да, маловато взяли, как-то не подумали. Только что видели там мертвого кабанчика. Видимо, может быть, тут кабанчики бегают по кустам, раз они тут есть. Но он маленький, конечно, но все равно. Ой, какой-то обзорный. Это вот туда вот мы пойдем. Вон туда. И туда пойдем. А пока туда пойдем. А пока туда пойдем. Да, пришли вот оттуда.
получается. Нашли на карте место, где можно посидеть. Вот сидим, тут как-то ветрено и даже прохладно. Еще, кстати, какая-то частная территория. Ну, есть какие-то вот домики, раз, два. Видимо, какая-то маленькая деревенька. Вон там даже качели детские. А тут еще вот есть точка, на карте месте, где есть вода, но ее пьют быки. Мы не знаем, что теперь делать. Мы вообще-то за водой пришли. Ну что, Дима, пойдешь отжимать воду? Подождем, пока они уйдут. Блин. Проблема. Мы просили местных воду, нам сказали идти к быкам брать. Вот, сказали не бояться. Но они прям стоят ее пьют. Не знаю, мне стрёмно эту воду пить. Увидел местный, что мы мнемся, не можем к коровам подойти, дал нам все-таки воды. Да, поэтому вот у нас есть подзарядка. На обратном пути, может быть, быки отойдут, и мы уже сможем набрать. Да. Они, походу, ждут, пока вода туда набежит, и потом оттуда пьют. А я думаю, не видом просто любуются. Ой, смотри, какое здание старое, там кто-то мотоцикл поставил. Гараж, да. Такой местный гараж. И что, мы за них пойдем? Ну да. Что нам остается? Ой, какие маленькие. Маленьких я не боюсь. О, большой, какой здоровый. Это вообще очень большой. Не знаю, 310 метров поднимаемся. Тут уже начинается, так как тут небольшое расстояние и высокая гора, начинается прям очень сильный подъем. То есть там мы шли, там были и сильные подъемы, и потом плоские, а тут прям гора вверх и все. Да, тут такие маршруты, что они как бы... Сам вот вся наша дорога тут, наверное, километра на 4, но перепады такие по 100-200 метров. Вот тут такие виды открываются, но за кустами прячутся. Мы уже довольно-таки далеко отошли от города. Тут дорожка маленькая. Сюда уже на машинах точно не проедешь. Смотрите, какой скале мы пришли. Там QR-код, кстати. Вот, а еще там какое-то изображение. О! Кто-то взбирался по этой скале, видимо. Надо перевести, что тут написано. Ну да. Совсем ерунда. О, кстати, да, тут немного. Ну, тут вообще виды уже открываются в две стороны. Там вот Салерно, вон там вот видно. А вот здесь уже видно два других города. Называется Вьетри Суль Маре. И там вот Четара. Это какие-то небольшие города. Короче, сверху, да, самая высокая точка где-то 450-460. А мы сейчас сколько? А мы 360. 360. Еще столько подниматься? Сейчас 100 метров, да. Ой, казалось, что тут уже близко. Ну ладно, видимо, там еще выше точка есть. Красота, кораблики плавают. Ну, эти белые следы такие везде. Угу. А пахнет как? Прям Да, зеленью цветочками какой-то. всякими. Цветочками. Рай просто. Это какой-то церквушки. Временный алтарь. Ну как временный? Промежуточный. Какие-то вещи там лежат.
Кабель вообще низко висит. Он вроде как прорезиненный, ну, короче, я бы лучше тут не тусовался под ним. Да, прям, если бы мы были повыше, тронулись бы головой, надо было пригинаться. Дошли мы до креста. Ну, это один из них. Потому что там сверху есть еще какой-то металлический. Возможно, он когда-то светился, не знаю. Или сейчас светится. Но здесь монастырь, я так понимаю. Вот он тут монастырь рядом. Ну, походу бывший, потому что там закрытая цепь. Как будто бы ее не трогали уже годами. Ну да. Вообще там даже написано 1933 год. Смотрим, на дорогах мы шли так. А да, там видно наши дороги, как мы шли вот сюда так чик. Вот сюда вот. И потом вот сюда поднимаемся. Отметки стоят прям на камнях. Получается, нужно, наверное, по камням карабкаться. Ну, выглядит, как будто бы лучше туда пойти. Да, давай мы сюда пойдем, потому Ну, что давай. просто по камням, особенно с рюкзаком, будет тяжеловато. Ну, посмотрим сейчас. Пройдем сюда. Тут прям нормальная такая дорога была, даже в некоторых местах прям как ступеньки. Даже вот некоторые там как будто разбиты, здесь как будто целые. Но здесь уже прям вообще уже тропа-тропа. По трекингу мы нормально идем, то есть туда вот и ведет нас трекинг по вот этой вот дороге. Но мы в какую-то сторону просто уходим. Но вообще там люди прям полезли вот по скалам. Наверное, это короткий путь, если вы налегке. Можете попробовать. Меток тут вообще нет. Здесь кстати. такая протоптанная дорога, поэтому... Да. А виды мы теперь уже видим вон там вот этот городок, который прям в горах. Мы где-то там сегодня ночевать будем. Облака так классно гуляют по горам. Вот так, если просто замереть и посмотреть, кажется, что как будто бы пятна на теле у коровы. Да. Они такие еще не сильно движутся, еле-еле. Вот, а мы уже, кстати, почти дошли. Это, походу, лучшая будет обзорная здесь, на эту сторону, по крайней Ну, мере. думаю, да, там сейчас будет уже на другую сторону обзорно. Там, кстати, ЖД проходит, то есть вы когда по ЖД едете, то вы этот город видите. А нет, это написано Молина. Малина, не может быть. А вон там Кава де Сирени, да. Вон там Кава де Сирени, да. Тогда уже верю. Тут, видимо, несколько городов, которые такие Ну, рядом. да, все. Тут один это город, там он другой город, наверное. Там третий, четвертый, короче. Мы вот идем сквозь заросли тут немножко. И вот до креста дошли. Как-то тут не сильно хожено. Да, как будто бы, может быть, люди просто на камни забираются и оттуда смотрят, а сюда прям уже не доходят. Вот крест. Вот, нет, тут лавочка есть, смотри. Хоть ну, как лавочка. Ну, типа. Ящерки бегают. И лавочка вот с таким вот видом на Солерном. Все, у нас сейчас будет обед. Обед, А да. точнее, незаконченный завтрак. Блин, сколько ящериц, они такие. Здесь побольше, здесь поменьше. Вот. Да, вижу. Смотрите, вертолет летит ниже, чем мы. Мы выше всех. Вот такой вот у нас обеда-завтрак сегодня. Мы купили в магазине хлеб, тут капуста, сыр, мяско. И у нас получилось 4 такие бутерброда, заплатили 6 евро за все. Да, и мы Бюджетный 2 утром вариант. съели и позавтракали, и сейчас вот еще. Да, с таким красивым доедаем. видом. Мы так еще подумали, что все-таки гулять вот по этому побережью итальянскому вполне себе
классно, потому что обычно ты, когда по горам гуляешь, то ты смотришь только либо на другие горы, либо на какие-то там поселения. Ну, редко когда прям вся дорога в городах. А вот здесь, в Италии, прям вся дорога ты идешь, и везде разные города. И смотреть на города сверху очень классно, красиво. То есть тут и можно и горы посмотреть, и очень много городов мелких будет. То есть мы вот сейчас уже поднялись, и сколько городов мы тут уже видим. Ну, мы просто с чем сравниваем с Ликийской тропой в Турции, и там ты идешь вот тоже вдоль побережья, и в основном там, конечно, ну, тоже разные маршруты есть, разные виды, но в основном как бы у тебя с одной стороны там гора, с другой стороны море, и все. Вот, а тут как бы даже просто порт, смотришь, там какие-то контейнерчики, какие-то машинки там снизу едут по мосту. То есть так, более разнообразнее. А еще хорошо, что, ну, опять же, в Турции там тоже можно было подъехать куда-то и прогуляться, устраивать однодневные пароходки, но здесь прям реально, то есть мы были вон в том городе, можно сюда подняться, спуститься за полдня спокойно, как бы, ну, типа если налегке, вот. Можно там с того города, а можно подняться с одного, спуститься в другой. То есть в этом плане здесь, конечно, и между городами этими тоже мелкими ходят всякие автобусы. То есть Странно, что это не так сильно распространено. То есть, например, дорога плюс-минус известна, и то, мне кажется, больше местными. И еще дороги, вот, которые там у нас одна будет тропа, как она называется, Лимонная? Лимонная тропа, тропа богов там есть. Тропа богов, да. Но они тоже, как бы, не скажу, что Лимонная тропа вообще маленькая, тропа богов, она побольше, но она прям туристическая сильно, вот она, да. То есть, по факту, тут самое известное, это вот тропа богов есть, которая между городами, а остальные, они такие известные, то есть мы когда искали, мы не один день потратили, чтобы найти какие-то тропы, которые можно было пройтись. Вот. Ну, И это почему-то не особо популярно. Наверное, те, кто приедет в Италию, хотят просто полежать на пляже. не, посмотрим, Хотя- может быть, просто если есть выбор между пройтись по тропе богов или здесь, то как бы лучше по тропе богов, потому что там прям, то, что мы видели, там вообще прям очень эффектно выглядит. Поэтому, может быть, мы посмотрим и скажем, что да, сюда не стоит ехать. Будет с чем сравнить, да. Да. Рассказываем наглядно, как мы сейчас пойдем. В общем, мы вот так вот сейчас спустимся, вон там вот пройдем. Правильно я показываю на Да, камере? примерно так. Вот туда, 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 туда. Там вот как-то перейдем, вот этот вот город пройдем, и потом вон там вот у нас место ночевки, вон там вот. А завтра утром мы будем подниматься вот на эту вот гору, вот на эту вот. Ее перейдем сверху, и там уже на камере не Посмотрим. покажешь. И там будет спуск, и там уже нас ночевка следующая. Одна укусила другую. Ящерицы бьются, офигеть. Ничего себе у нас в мире животных. Идем уже обратно, и тут даже есть оборудование для скалолазания, то есть сюда вот на эту гору лазят. Ну как оборудование? Люди просто принесли с собой такое оборудование. Не, ну да, понятно, что когда сюда шли, его не было, теперь можно и залезть. Вот мы уже сейчас спускаемся почти к водопойне этой, и воды у нас тоже как бы закончилось. И у меня волнение внутри, будут ли там быки эти с коровами. Сможем ли мы набрать спокойно воды? Надеюсь, они ушли. Надеюсь, ты придется опять местных просить. То я еще хотела сказать, что спускаться все-таки мне нравится больше, чем подниматься. Вы спросите, почему же? Я в первую очередь, потому что ты вот когда спускаешься, ты больше смотришь на виды, потому что ты когда поднимаешься, там дорога. Ну да, когда спускаешься, тоже, конечно, на дорогу обращаешь внимание, но все-таки вот виды видны лучше. Обычно виды у тебя за спиной, когда ты поднимаешься. Вот. А еще, ну, потому что легче. Но это такая неважная причина, конечно. В первую очередь, потому что красивее, да? Да. Мы уже спустились, и что вы думаете? Коров нет. Нет коров, да.
Поэтому Это сейчас радует. наберем воды. Если там, конечно, чисто будет, не знаем. Может, там тоже не очень. Вот такой фонтанчик. Ну, вроде чистая. Наверное, будем набирать. Прошли мы ту точку, где набирали воду. И теперь вот уже идем к городу. Сейчас будем спускаться. Почему-то пока подъем. Но вообще должен быть спуск уже скоро. То есть мы сейчас где-то 330, да, сейчас? Ну да. Будем спускаться до 130, а потом снова подниматься. А ну, тут, походу, дорога будет идти совпадать с автомобильной, потому Да, что к сейчас тут сожалению. машины ездят, мотоциклы. Ну, везде тут такие, типа, маленькие города по дороге, поэтому, скорее всего, такое. Вот Да. завтра там прям, Настя говорит, непроходные какие-то леса. Ну, посмотрим, может, и не пройдем еще. Там мы так Дорог там не видно, да. загадываем. Вот такая дача у кого-то с таким прекрасным видом. А вообще, хотели показать горы, вот мы вон там вот аж были и уже так быстро спустились. И спускаемся дальше. Вон там крест сверху. Заходим в какой-то маленький городок. Тут, в принципе, такие вот. Там какая-то мелкая деревушка. Такая, здесь какой-то вот город. Ну, такой, видишь, там какие-то старые. Не Да, знаю, что прикольно, это. что как бы город маленький, вообще что деревня тут. Ну, какая-то прям такая вилла. Ну, конечно же, состояние у нее не очень, но кто-то же когда-то здесь построил. Ну да. Ну, здесь, конечно, я бы виллу построила тоже себе. Возле Везувия бы не построила, но здесь уже как будто бы подальше уже можно. Хотя, может, и долетит. Даже арка есть. Ну, классно. Тут машина, конечно, ну, тоненького. Ну да. Не любая, наверное, проедет. Грузовик самосвал точно нет. В принципе, машины такие маленькие, может быть, их машины не проедут. Тут такие вот еще обзорные площадки есть. Гора, на которой мы были. И вон туда мы идем. Посидеть даже можно. Смотрите, какой суккулент под пальмой растет. Я такой дома пыталась вырастить, у меня вот такой вот маленький цветочек был, а тут вон как разросся. Меня он так долго не прожил, конечно. Мы вышли из городка, и тут очень много машин стоит. Видимо, люди на машинах не могут проехать в этом городе внутри и паркуют их здесь. Вот, потому что там Да, слишком городок мелкий. не сильно проездной, там как бы есть дороги, но такие узковатые. Да, машинки, конечно, дорогу портят. Мы вот вышли вообще на такую дорогу прям для машин. И тут вообще по пути вот есть такие остановки мы находим. И вот интересно, как часто тут едут вообще автобусы. Если в Неаполе их не дождаться, то тут, наверное, Расписания вообще нету, раз там в вообще, день. в принципе, на остановке. Может быть, в приложении посмотрим, там, Да. что будет. Ну вот пока дорога от горы и ниже нам не особо нравится, потому что тут все-таки никакой дороги мы не нашли, только вот вдоль дороги идти. Ну как, Таких по карте они все показаны как автомобильные дороги. Просто здесь она оказалась прям вообще, как бы обычная загородная дорога между городами. Да, то есть как бы надо смотреть, наверное, было... Даже не знаю, где смотреть надо было еще, потому что мы и так планировали. Вот, но здесь прям дорога, и машины... Ну, они, конечно, не то, что часто ездят, то есть тут не прям дикое движение, но раз в минуту машина проезжает. Все дороги, вот это автомобильная магистраль, там вот рядом ЖД, и вот там еще маленькая, уже, наверное, вот городская дорога. Вот, мы вот по этой ЖД ехали и видели вот эти горы. Мы тут шли и заходим в какую-то опять деревню или город. И тут вон чисто заброшенные, виллы не виллы, но здания. Да, точно. прям сильно заросло уже. Там уже внутри даже что вырастает. Из окон даже вылазит. торчат, да. Трава торчит. И он на крыше, цветочек. Я где-то кого-то слышу. Неужели оттуда? Не может быть, что тут. Вот сюда нас дорога привела, опять к этой трассе.
Ну, вообще, конечно, основной пункт все-таки был это посещение горы сегодня, а сейчас уже такой чисто переход на другую локацию, и потом подъем на другую гору, поэтому я не то, чтобы сильно расстроилась, конечно, вот такая дорога, но, конечно, хотелось бы все-таки дорогу без машин. Да, не Италия не доработала для туристов пеших, Это не доработала. скорее к тому, что когда мы говорили, то, что рядом с городами ходить прикольно, потому что есть на что посмотреть, да, когда ты где-то там в горах. Но когда ты идешь по навигатору и строишь, то он строит, ну, как бы не совсем по тропам, то есть нужно, типа, лучше готовить маршрут. Да, но у нас все-таки основной маршрут был это вот подняться на гору и потом подняться на вторую гору. А вот это как бы мы уже не особо продумывали, потому что мы думали, что ну какая-то разница. Главное было как-нибудь дойти до следующей точки. Да. Главное дойти, поэтому мы не искали здесь красивые маршруты. Возможно, здесь тоже есть. Вот, то теперь вы знаете, как идти по нашему маршруту. Может быть, вы выберете другой, когда захотите погулять по Италии. Кстати, сейчас даже под мостом пройдем. Эти мосты, когда едешь с поезда, вообще очень бомбически выглядят. Но когда да, здесь... мы так хотели словить, когда ехали на поезде, этот мост, сфотографировать. А Ну тут да. мы просто сейчас, пожалуйста, иди фоткай. Этот мост захватывает зелень. А вот еще мост поменьше. Я сразу не поняла, но вот этот вот мост, который поменьше, это ЖД-мост. Вот мы как раз таки вот с него смотрели вот на этот мост. Смотрите, сколько лимонов, какие они большие. Мы уже Эти не много раз прям видели. большие. Когда будут прям большие, мы еще раз сфотографируем. Но... Ну да, но эти тоже классные. Ну это ж лимонная столица лимонов. Все, закончится наш спуск, теперь мы будем подниматься. Удачи нам. То есть сейчас высота где-то 130, да? И теперь вот мы сейчас постепенно будем подниматься до нашей местной ночевки до 400. Сейчас выходим еще на какую-то побольше дорогу. Немножко на ней пройдем, потом уже будем идти через город. Через город, я надеюсь, будет тротуар хотя бы. Потому что пока тротуара особо нет. Тут уже такое нормальное движение, но тротуар есть. И даже пешеходный переход есть. Удивительно. Написано, что он побратимый с разными городами из разных стран. Такая вывеска. Вот, короче, идем просто. И тут что-то то ли стреляют, то ли взрывают. Короче, не знаю. Ну и, в принципе, я часто что-то такое в Италии слышал. Может, здесь вообще какое? Или что? Идем мы такие, видим заброшку. Вон там даже видно, что внутри. Там, кстати, довольно-таки новая отделка. Ну, как бы не старая. Но почему-то вот часть дома вырвана. И потом, опа. А там кто-то стоит. Мы даже шуганулись немножко. Мне кажется, или это картошка? Притом уже большая. Не знаю, как там в Беларуси сейчас. Когда мы уезжали, было очень дорого. Ой, как красиво. Так вкусно пахнет, не представляете. Пришли мы кушать пиццу. Решили зайти. Пицца стоит 6 евро, но еще сбор с каждого по 1,5. Это уже плюс 3 евро. Еще кола 2 евро. Вот, получается уже и 11 евро за пиццу, а не 6. Вот. Ну, Да. сейчас попробуем, насколько она вкусная. Место прикольное. Тут, как бы, с одной стороны, вроде бы пиццерия, там много коробок, то есть, как будто бы они делают как оптом на доставку, но с другой стороны, тут и хлеб какой-то продается, и там то ли чай, то ли, короче, грибы какие-то, закатки. И, ну, короче, такое аутентичное местечко. Поели и двигаемся дальше. Кстати, пицца была не то, что бывал. Вот, наверное, первый раз, когда пицца была
не идеальная, скажем так. Ну, как бы она все равно вкусная, но не сказала бы, что все-таки, чтобы были в Неаполе, как-то повкуснее. О, площадь такая. Вон там наша гора, с которой мы пришли с крестом. Там еще одна гора с крестом. И вот такие виды на город. Мы идем по дороге. Тут тротуара опять нет, но тут, смотрите, какие виллы. Везде виллы, виллы, виллы с всех сторон. Поэтому, видимо, к виллам пешком не ходят. Поэтому тротуар как бы не нужен для пешеходов. Да. Тут каждый такой вот закоулок — это въезд на виллу. Некоторые подписаны, некоторые такие вот глухой забор, и все. Хочется еще сказать, что тут, кстати, автобусы ходят. То есть мы даже их видели, и по карте есть расписание, поэтому, в принципе, о, какая фамилия Билла. Поэтому, в принципе, можно и на автобусе было доехать. Тут на автобусе вообще там было, показывало 10 минут. Но у нас же поход. Мы же идем в поход. Даже если вдоль дороги. Смотрите, как дерево растет. Вот оно растет. Но тут нет никакой земли. Просто вот корни. Это, видимо, было какое-то старое дерево, а потом оно как-то пустило, не знаю, ветки, что ли. И это теперь ствол. Ну то да, тут лес густой. Да, вилла уже вот Плотный. кончается. И начинается лес. Тут как будто бы тоже какая-то была вилла. Но сейчас вообще заросла. Даже дорога заросла. Да, там даже какая-то есть надпись сверху. Даже какое-то Табличка. здание виднеется, но, может быть, к нему другой вход сделали, а тут зарос. Да, странно. Вот этот городок, и тут хорошо видно, что со всех сторон горы. То есть вот здесь вот горы от него, и вот со всех сторон, прям в окружении гор стоит. Городок, конечно, вообще сказочный. Вот такие горы. Вон такая площадка для игры в футбол, и рядом со скалами. Вообще мечта. Правда, трава не покошена, как будто бы неинтересный футбол. А мы все еще поднимаемся. Не закончили. О, как обросло. У нас неприкольный прикол. Да, мы пришли в отель заселяться, вот, а его нет. И мы спросили у местных, они говорят, что он в совсем другом городе, который мы проходили, вот когда только спустились вниз. Да, То есть, с той горы, где крест был, да, он где-то там был. то есть очень далеко. И проблема в том, что мы сейчас открываем, мы на Трипкоме бронировали, мы открываем, и с Трипкома это все вот это вот место. То есть там метка есть, и я открывала, я несколько раз перепроверяла даже, как только не вводишь. То есть я и копировала адрес, вставляла в Google карты, и открывала через их метку. Вот даже скриншот у меня есть, вот как бы вот все есть. Вот. И оно в этом городе, вот в этой метке. Тут, А короче, он на какая самом деле в ситуация, что другом. там адрес, который указывается, он, видимо, есть... Ну, тут есть регион, как бы, и у них, типа, они как-то не по городу или что, но есть адрес, и он есть и в этой, допустим, деревне, и в другой деревне, и в том городе. Но почему-то, когда ты забиваешь, ну, вот просто пишешь этот адрес, копируешь и вставляешь в Google, например, то оно почему-то ведет именно вот в этот дальний город, куда нам и надо было, там, где мы искали жилье. Да, проблема в том, что мы искали жилье по карте. То есть я открывала карту, и вот по карте, вот в этом вот городе мы искали жилье. И
мы не могли подумать, что это жилье будет на карте здесь, а на самом деле в совсем другом Ну, месте. как бы, а чел вот там несколько часов назад он написал, что... А когда мы уже сюда подходили, он написал, что вот нам нужно заходить через такую-то улицу. А я смотрю, что этой улицы в этом городе нет, и что она есть только в том городе, но я подумала, может быть, он ошибся, или что это такое, что я не могла поверить, что у них будет другой совсем адрес на картах. И это вообще, я не знаю, что теперь делать. Проблема в том, что в этом городе довольно-таки дорогое жилье, и мы бронировали слишком заранее, и сейчас то неотменяемое, и бронировать новое, либо ехать обратно туда, точнее, Да, идти пешком, а если или мы что туда делать? доберемся как-то, то у нас-то завтра начало маршрута, которое Здесь, мы да. должны до 5 вечера уже весь пройти. Оно начало здесь. То есть нам надо будет утром вернуться опять сюда, и здесь же начинается этот маршрут. Короче, непонятки. Не знаю, это просто... Такого у меня еще не было. Да, вообще чисто что-то странное. Нам написал отель, сказали, что сейчас за нами приедут. Вот. Реально, что совсем в другом месте отель, в другом городе. Им долго избирать поддержка. Она говорила, что я вру, что все там есть, они связались, все правильный адрес, все хорошо. Вот. И мы написали сразу в отель, еще раз приложили скриншоты, и отель нам уже сказал, что да, типа, это совсем другой адрес, мы за вами приедем сейчас. Вот. Но интересно, завезут ли нас завтра обратно, потому что нам-то здесь отсюда идти. И тут так красиво, я хотела здесь ночевать. Это очень грустно, конечно. Специально здесь искала место, чтобы здесь ночевать, а сейчас поедем обратно вниз. И зря, получается, поднимались. Ну, не зря, как будто бы мы продолжим с той же точки, если завтра он нас обратно сюда привезет. Но как Да, будто бы не факт, что он будет нас Просто завтра если не привозить. привезет, то неизвестно, Мы во не сколько здесь успеем. автобус приезжает. Плюс он едет не напрямую в тот город, где у нас отель. И то есть надо будет, не знаю, в 7 утра выезжать, чтобы приехать сюда к 9, в лучшем случае, и чтобы до 5 успеть дойти до следующего. Ну, блин. Ну, это вообще... Такого, конечно, у меня еще не было. Причем и Трипком ему позвонил, и все еще сказал, что этот адрес. Он такой, да, все нормально. И я сходила, видео сняла. Тут еще проблема, что только в одном месте ловит интернет. Я Да, не знаю, то что в среди гор, горах среди домов этих он интернет вообще плохой. не ловит, да. Даже здесь у меня фотографии не отправляются подтверждающие, а там вообще никак. А в картах написано, не в картах, а в отзывах, локация немножко не та. Да, но я позвонила в отель, и мне объяснили, как дойти. Так я как бы дойти, тут дойти целый час. Я не понимаю, как дойти. Если бы дойти, как бы соседний дом не тот, я его поняла. Как бы я думала, что просто быть там немножечко ошибся, там как бы не та точка стоит, там другой дом. И то, этот отзыв мы прочитали уже потом, потому что все отзывы хорошие. Я в шоке вообще. И главное, нигде ничего не указано. Неужели в Трипкоме тоже все люди, которые приезжали, никого это не смущало? Ни одного отзыва плохого. В общем, забрали нас на машине и везут вниз, по той горе, по которой мы поднимались. Грустно, конечно. Ну, сказали, завтра тоже сюда привезут, так что сможем продолжить наш маршрут. Но И все это равно радует. грустно. Хотелось ночевать в том месте. Ну да, здесь прикольненько, конечно, кругом эти зеленые горы такие. Ну, что поделаешь. Да. Ну, хорошо, что попался понимающий владелец отеля и забрал нас. Вот, потому что Потому что Трипком что-то вообще не Трипком, да, справлялся. они просто мне сказали, мы разберемся и все, и больше не игнорируют меня пока что. Может, они сейчас что-то напишут, у меня плохой интернет здесь, в горах. Ну, конечно, ситуация, да, необычная. Мы сейчас в магазин, наверное, не успеем сходить. Что тут мы сидели, Да. там кушали. И по этой дороге мы тоже шли. Здесь стреляли.